Я уверена также в том, что если кто-то к вам придет, его попробует, то потом этих людей из дома не выгнать. Какой богатый аромат! Меня зовут Яра, и сегодня мы готовим шакшуку. Я знаю, что каждый из вас однажды хотя бы утром думал, ну что сегодня приготовить на завтрак. Так вот, сегодня я дам вам простой, легкий, полезный, красивый и вкусный вариант, а самое главное, что это есть у каждого в холодильнике. Шакшука очень простое блюдо и состоит из нескольких ингредиентов. Рецепты, как всегда, вы можете видеть здесь. А так как я живу в Арабских Эмиратах, то, конечно же, мне почетно и радостно представить это блюдо. Оно очень простое и очень популярное. Буквально в каждом кафе утром вы можете увидеть людей, которые заказывают себе шакшуку. А вы можете его приготовить, это блюдо, уже сегодня у вас дома. Лучок я уже порезала, но сначала нам надо будет вынуть душу из специй. Здесь у меня кумин и кориандр. 1 часть кориандра и полчасти кумина. Я разогреваю эти специи, чтобы они отдали все свои ароматы и вкусы. Кстати, если вы не знали, небольшой лайфхак по ходу. Чугунные ступки мы никогда не моем. Мы их протираем только бумажной салфеточкой и отставляем в покое, иначе они заржавеют. Я этого не знала, и это моя 2-я чугунная ступка. 1-я покоится с миром. Болгарский перец. Сейчас покажу, как его быстро резать. Отрываем попку. Отрезаем верхнюю часть, срезаю мембранки, вот так, пуинг, и все семечки вышли. Теперь я надрезаю таким образом, убираю белую мембрану, она горчит, она нам вообще не нужна, и нарезаю на кубики. Вообще шакшука – это как наш борщ. Произвольно вы можете готовить любой формат, нарезаю вот на такие кубики. Формат, смотрите, если вам нравятся более мелкие, режьте мелкие. Я люблю покрупнее, чтобы болгарский перчик, мы его будем обжаривать, чтобы он у нас оставлял свой вкус, свою текстуру. Семечки убираю. Все, специи у нас готовы. Запахло ароматом. Перекладываю с этой сковороды в ступку. Сюда же сразу немножко оливкового масла и наш лучок. Пошел жариться. Пока он готовится, все это делается быстро, одновременно. Немножко добавлю соли, чтобы высвободить природные сахара. Таким образом он станет прозрачным гораздо быстрее. Нам сильно его зажаривать не надо. Мы его доводим до прозрачности минут 5-7. Специи. Как пахнут специи после обжарки? Это просто невероятно. Вы обязательно должны это попробовать. Я, кстати, не покупаю молотые специи, потому что однажды, очень давно, и слава тебе Боже, узнала, что молотые специи могут храниться максимум 1-2 месяца. Мы за такое время не успеваем их съесть. Болгарский перец. Все делаю очень быстро. Пока ваш муж спит, вы уже это блюдо можете создать. И я вам говорю, что шакшука как борщ. Делайте любой. Хотите острый, хотите больше перца, хотите больше лука. Здесь нет правил. Сюда же я в лучок сейчас добавляю перец. Огонь у меня достаточно высокий, чтобы у нас все это обжаривалось на сильном огне. Представьте, что вы готовите это на костре. Чесночок я пока придерживаю. И сегодня, если вы заметили, я в профессиональном сюртуке поварском. Мало кто из вас знает, что я профессиональный шеф-повар и много лет проработала для специальных мероприятий моих любимых клиентов. Сегодня я решила одеть свой сюртук, потому что соскучилась и потому что, мне кажется, таким образом вы сможете посмотреть на меня несколько с другой стороны. Но я все-таки та же Яра, та же любящая вас Яра. Следующим шагом у нас будет томаты. Томаты я сегодня беру из банки. И я выкладываю томаты сюда, в сковороду, ложечкой и разомну их. Почему я не вываливаю томаты из банки прямо сюда? Потому что здесь достаточно много вот такого томатного сока. И если его будет слишком много, нам нужно будет его долго выпаривать. Поэтому я сейчас выложу томаты и потом добавлю сок, если будет необходимо. Иногда раз на раз не приходится. Томаты очень сочные. Очень много жидкости там, а у нас шакшука должна быть с вами густая, как густой-густой соус с лучком, болгарским перчиком, томатами, специями и чесночком. Шакшука дословно переводится как «смешай все», поэтому вы можете готовить шакшуку по своему усмотрению. Хотите, добавьте больше болгарского перца,
Хотите, добавьте больше томатов, как вы любите. Хотите больше лука. Вы можете добавить больше специй или меньше специй. Здесь абсолютно нет никаких правил. Главное, чтобы масса была сочной, сладко-кисло-острой и достаточно густой. Поэтому мы сейчас будем уваривать нашу массу до желаемой консистенции. Томаты я разломила просто вот так вот деревянной ложкой, как есть. Прибавила немного температуру под сковородой. Сейчас мы будем добиваться консистенции. Специи и чесночок я положу чуть-чуть попозже, потому что нам нужно сейчас уварить томаты. Вот такие большие кусочки как раз здесь и нужны. Пока наши томаты увариваются, мы не будем терять времени зря с вами. И сегодня я предлагаю к шакшуке подать шикарный тахинный соус, тахинную пасту. Тахинная паста – это кунжутная паста, лимончик. Прям вот сюда в чашечку выжимаю лимонный сок, добавляю тахинную пасту. Если консистенция будет слишком густая, просто добавьте водички. Все, текстура у нас вернулась. Соль, перец и соус готов. Я его откладываю. Для сервировки нашего сегодняшнего потрясающего, свежего, сытного завтрака я буду использовать зеленое масло, которое мы готовили вместе с вами недавно. Вы можете найти этот рецепт в шортсах. Ссылочку я дам в описании. Помимо петрушки вы можете использовать сюда масло из базилика и петрушки. Можно мятное сделать, можно вообще сделать смесь из зеленого лука, петрушки, базилика и мяты. Все, что вам нравится. Здесь нет, опять же, никаких ограничений. Я сюда добавляю чесночок. Почему чесночок мы не положили ранее? Потому что у чеснока очень нежная текстура, и он у нас мог подгореть. И специи, которые мы разогрели и измельчили ранее. Все перемешиваем и даем теперь вкусом соединиться. Теперь добавлю соль. Перец сюда я добавлю черненький. И сюда же у нас пойдет копченая паприка, просто потому что мне нравится. И чили. Но вы знаете, у меня лучшая идея. Я добавлю сюда чили свежий, который я измельчаю и заливаю маслом. Свежий перчик чили я нарезаю мелким кубиком, кладу в стеклянный контейнер и заливаю маслом. И вот теперь у меня всегда под рукой чили перец в масле. Он таким образом не портится, но он и не консервируется. Он не мороженый, он свежий. И он дает яркий вкус. И когда вам нужно, вам не обязательно добавлять сухой чили. Вы можете добавить свежий чили, он дает более резкий такой динамичный вкус, который мне нравится. Вот сейчас у нас масса уже загустела, и настало время добавить немного жидкости для баланса, а также томатный сок, который не проваренный, имеет яркую кислинку. Более проваренный томатный сок уходит в сладчинку, и мы здесь таким образом добиваемся баланса. Я убавляю температуру под нашей сковородочкой и буду класть сюда яйца. Все, возвращаю сковороду на огонь, делаю гнездышко и кладу туда яйцо. Смотрите, сколько вас за завтраком. У меня 2 человека, готовлю 4 яйца. Если кто-то большой любитель яичный, сделайте больше, тогда пропорции, конечно, соответственно увеличу. Солить я сейчас не буду. Теперь что я делаю? Я накрываю крышкой на 6-7 минут, потому что я очень люблю, чтобы желточек был жидкий. Итак, прошло у нас сколько? Наверное, минут 7. Какой богатый аромат! И вот сейчас я буду наше блюдо солить и перчить. Яйца желательно солить в конце приготовления. И во французской классической кулинарии омлет не солится, когда его взбивают, как делают у нас. Омлет солится уже, когда он почти готов к подаче. И вот так вот сделаю сейчас красиво из шпината под ложку. Посмотрите, какая красота получилась. Я просто не могу удержаться. Я уверена также в том, что если кто-то к вам придет, его попробует, то потом этих людей из дома не выгнать. Сюда же я положу наш потрясающий соус. Вы можете его положить как угодно. Хотите прям на яйцо, хотите по бокам. Вот сегодня я положу по бокам наше зеленое масло. Я знаю одно, что это блюдо никого еще не оставляло равнодушным. Уверена, вам оно тоже понравится. Пишите, если вам понравилось. А с вами была Яра. И до новых встреч!